Ну что, пошла вода горячая, как сказал только что электроник. С вами Денис Шарипов, Алексей Костылев. И это очередное интервью на нашем Navik CSGO канале. Денис, не буду тебя мучить. Сразу перейду к вопросам. Скажи, пожалуйста, как произошла вообще смена ИГЛ, ингейм лидера? Сейчас в команде Бумыч, сейчас вокруг команды очень много разных разговоров. Ладислав вернулся, 3 турнира за спиной. Как оценишь этот период? Да, период оценю как продуктивно. Мы провели его, много тренировались действительно за это время. Если мы не играли официальные матчи, то мы тренировались. То есть времени на отдых у нас практически не было. Что скажу по поводу нового ИГЛ? Видно, что ИГЛ молодой, но у него есть перспектива, потенциал. То есть если он будет работать в правильном русле, то он сможет достичь многого как капитан. А по поводу Ладислава, он очень опытный игрок, он подсказывает нам в некоторых моментах, то есть в некоторых игровых ситуациях, как можно лучше сыграть, то есть привносит свой вклад тоже. Просто когда приходят новые игроки, зачастую случается то, что приходится какое-то время им давать на то, чтобы они привыкли к таким играм, то есть, потому что со стороны это кажется более так, что играть гораздо легче, чем нежели когда ты сидишь, то есть и играешь. Поэтому я, наверное, скажу, что Ладислав нам на данный момент хорошо подходит, но он давно не играл на русском языке, это не его родной язык, то есть и ему тоже нужно, я считаю, время, чтобы вернуть то понимание. Мне кажется, просто когда мы быстро говорим и громко информацию во время игры, он не на 100% может все понять, то есть, но это сугубо мое личное мнение, и с каждым днем я вижу, что он все лучше и лучше, то есть он вспоминает забытое, скажем так, вот. Поэтому нам нужно какое-то время, чтобы судить нас и говорить о каких-то результатах уже. То есть судить еще рано, 3 турнира, в принципе, результаты, скажем так, неплохие. За исключением третьего. За исключением третьего. Ладислав, языковый барьер присутствует, насколько я понял, Нет, минимальный? Его нету, то есть языкового барьера нету, то есть он говорит хорошо по-русски. Но он не говорит такой «дак», а вы такие «что?» Он говорит «ну, на гусе», то есть. Нет, такого нет? Нет, гусь Это просто. Нет, Это шутка. такого нету, то есть он понимает смысл, я уверен в этом, но все равно мне было бы на его месте тяжело, ну, это я по себе просто сужу. Даже если бы я пришел играть в английскую команду, и какое-то время, когда был бы большой поток информации, мне было бы тяжело. Ну, так будет у каждого, я думаю, потому что ты не играешь на своем родном языке, поэтому тяжелее. Ну а как вообще ты со стороны видишь его? Ты его видишь со стороны очень долгое время, когда вы находитесь вместе, то есть много времени вы проводите together, и он сейчас переживает за свои результаты, за то, что на него возложили такую большую ответственность, что сейчас надо поднажать очень сильно. Вот стоит проиграть один турнир, все на ладика. То есть, если ты сыграл не в плюс, скажем так, вот последний матч, там, то есть все смотрят статистику, всегда. После игры вы всегда чекаете, это уже ни для кого не секрет. Если ты сыграл в минус, сразу закрывается человек, вы ему как-то помогаете вообще? Потому что вот Ладику только стоило не попасть несколько раз, все, его уже там в интернете готовы съесть. Но в интернете, к сожалению, люди всегда готовы съесть каждого, мне кажется, за его ошибки какие-то. Но нужно учитывать всегда человеческий фактор. Во-первых, новая команда, роль пусть и не новая, но позиции все равно новые. То есть плюс новый плейстайл вообще. Он с большинством из нас не играл. То есть он играл с Сашей, играл с Егором, со мной, и с Бумычем он не играл. Поэтому он не знает нас как игроков. Он может только помнить по тем играм, когда мы играли друг против друга. От этого большой анализ он не может провести. И мне кажется, он со временем как бы сейчас раскроется, и люди зря его недооценивают, и тем более такой хейт вообще. Зачем человека так поливать? Он никому ничего плохого не сделал, как бы. Если люди проигрывают свои ставки, то они не должны винить какого-то определенного игрока в этом. Они ставят заранее
уже с мыслями о том, что всегда есть шанс проиграть. То есть, и даже игроки сами это понимают, и игроки всегда только пытаются сделать как лучше, пытаются порадовать своих фанатов победами. И я очень надеюсь, что наши фанаты начнут это действительно понимать, что мы стараемся всегда. То есть у нас нет такого, что мы специально сливаем игры. Мы всегда пытаемся на максимум, и просто бывает плохой турнир, бывает не чувствуешь друг друга, например, в эту неделю, а на следующей неделе ты будешь уже гораздо лучше друг друга ощущать, ну, как игроки. Опять-таки, все упирается во время. У нас не было так много времени подготавливаться к турнирам. Мы и так используем все свое свободное время на подготовке, поэтому не стоит делать. Ну... Скажи, а ты вот случайно не заметил такую тенденцию, что да, киберспортивное комьюнити, оно действительно всегда хейтило, ни для кого это уже не секрет. Но последнее время, особенно последние года, вот особенно 2019, люди себе уже не отдают отчет. Они оскорбляют просто самыми какими-то грязными словами и способами людей и не чувствуют за это никакой ответственности. То есть сейчас оскорбить кого-то, это как, в принципе, я не знаю, перезарядиться во время игры. Яркая возможность сказать этим людям то, что ты хочешь сказать, если тебе есть что сказать. Ну, как бы, во-первых, я скажу то, что это, наверное, не только киберспортивное комьюнити стало хейтить, а скорее, чем больше проходит времени, тем больше появляется людей, в принципе, даже и в спорте, и везде. Люди просто, как будто им, ты можешь лично им не понравиться, из-за этого они будут тебя просто поливать грязью. Относиться да. предвзято. То есть, да, и они, не зная человека вживую, говорят, что он там какой-то там чуть ли не самый последний человек вообще. Ну, так точно не стоит делать, мне кажется. Я никогда не был сторонником того, чтобы там такие гадости кому-то писать. То есть есть одна сторона, это комьюнити, которые льют хейт, и то есть ни для кого не секрет, что много раз игроки не хотели давать интервью, потому что им не нравится это все грязное белье, в котором копаются наши комментаторы. А с другой стороны, у нас есть ситуация, когда во время чемпионата StarLadder, который проходит в Турции, один из рефери за спиной игроков одной знаменитой команды Natus Vincere описал то, что происходило, скажем, внутрики. Слил в свой телеграм-канал. Информация о этих внутриках разлетелась по всем изданиям, твиттер весь просто. Насколько я знаю, человека уже уволили. Да, даже не одного, если я не ошибаюсь. К нам тоже попал такой инсайт, и вроде бы уже было заявление на киберспортивных ресурсах. Как ты относишься к этой ситуации? Это правильно или нет? Вот скажи, нет, как ты однозначно считаешь? Это неправильно. Неправильно что, было увольнять его или неправильно было сливать информацию? Неправильно было для начала сливать информацию, потому что такая возможность, которая у него присутствует, стоять за спинами игроков, но это реально, она не всем дана, то есть не каждый может попасть, хотя много это кто хочет. привилегия? Ну, я думаю, то есть... В какой-то степени так и есть. Да, я думаю, это так и есть, да, в какой-то степени, но я знаю просто игроков не только вообще, я не говорю про нашу команду, а вообще есть игроки, которые, очень строго там себя могут повести по отношению к рефери, и я не скажу, что я полностью поддерживаю именно увольнение, я сторонник того, что был бы выговоры, какие-то публичные извинения, то есть, но мне кажется, увольнение это действительно очень так жестко сразу поступили, но это уже не мне решать. Когда ты стоишь за спинами игроков, ты не должен рассказывать, ты, то есть, можешь там другу своему рассказать, но чтобы это, на публику не выходило, потому что это некрасиво. Это то же самое, есть люди, которые там в спорте или же даже в бизнесе там ведут дела там с бизнесменами крупными, с крупными звездами, то есть игроками. И они понимают, что такую информацию нельзя сливать, потому что ты должен быть вообще, мне кажется, отчасти благодарен тому, что у тебя есть возможность это делать, стоять за спинами, но точно не говорить там, что какой-то игрок там поднимает
шумиху, тренер там тоже поднимает шумиху на эндгейм-лидера. Это неправильно. В общем, надо было давать желтую карточку, а после 2 желтых уже, скажем так, прибегать к крайним мерам, таким как увольнение. Ну, конечно, да, я все равно сторонник. Я такой сам по себе более мягкий человек. Элик доброе сердце, то есть теперь только так тебя называть. На самом деле это гуманно. И я бы сделал на их месте так, но я не на их месте, поэтому решать опять-таки. Вернемся к вашей команде. Немножко отвлеклись. In-game лидер. Вчера Ладик сказал мне в интервью, что иногда Бумыч делает колы как для себя. Он так сказал. Я попытался узнать, что он имел в виду. И Ладик пытался мне объяснить, что из-за неопытности он еще некоторые моменты не досказывает, скажем так, когда делает кол. То есть он себе где-то в голове придумал какую-то схему и до конца ее не донес в TeamSpeak. Есть такая ситуация вообще? Ну, безусловно, она есть. Ну, есть какой-то яркий пример. Он такой, флешку, а сам не успел сказать. Двое выходят там через шорт. Флешку куда, на лонг или на шорт? То есть путанина есть такая? Она мешает? Я, наверное, скажу так, что он иногда не то, что не договаривает, а он спешит. То есть спешит, он пытается быстро все сказать, но он может сделать так, чтобы... Он может сказать просто глобальную картинку, а игроки сами между собой договорятся, кто что сделает, условно говоря. А он... начинает, типа, мы сейчас пойдем на Б, так ты это кинь, ты это сделай. И пока, то есть он говорит кому-то, другие бездействуют, и их могут на этом подловить, то, что они бездействуют, пока не слушают, то есть... Да, иногда бывает такое, что, например, размен, там 3 в 3, и он там сделает что-то свое, и там говорит, типа, я ушел, такого. И ты такой... Вы такие, эй, куда ты ушел? Нет, окей. А что делать нам? Типа, ты ушел, а мы, типа, мы не знали, что ты уходишь, и типа, надо это было сказать, что ты уходишь сразу же, когда ты это делаешь, то есть ты должен проговаривать. На самом деле это такая тонкая грань. Тут дело не в том, что он там неопытный ингейм-лидер или что-то типа того. Во-первых, это все идет от того, что он хочет как лучше, это точно. А во-вторых, это все зависит от того, будем откровенными, у него не так много лан-экспириенса, и поэтому это именно то, про что я и говорил. То есть, если объективным быть и подвести итог о Бумыче вообще, как ингейм-лидере, как о мини-капитане, как о ЗКЛ, как он сам себя назвал, просто надо набраться опыта, потому что капитан молодой, новоиспеченный, скажем так, только из печи. На самом деле ему еще просто у него нелегкая такая задача, то есть ему надо капитанить лучшего игрока в мире. Я все равно считаю, что Simple лучший. И поэтому это нелегко. На нем сразу груз ответственности, на него сразу накладывают ответственность сообщество, все, в принципе, и ему тяжело с этим справляться реально. Но он старается, и мне кажется, если он переборет это, то он станет реально великим лидером. Именно в КС, я имею в виду. Ребята, насколько мы поняли, Бумыча ждет действительно трудный и долгий, тернистый путь, чтобы стать одним из самых лучших капитанов. Поэтому я надеюсь, о теме капитанства мы уже ответили на все вопросы. Перейдем к вашему коллективу вообще. Андрей Блейд, психолог, новый подход, да, распорядок дня. Чем вы теперь занимаетесь на тренировках? Изменилось ли что-то? В какую сторону изменилось? И как тебе вообще работается, скажем так, в обновленном коллективе? Я не буду раскрывать все подробности, как у нас ведется тренировочный процесс. Скажу лишь то, что... Их уже раскрыл Ладик, так что можно я понял. сказать. Но поменялось все. То есть поменялось абсолютно все, начиная от того, во сколько мы встаем, чем мы питаемся, как мы разбираем, работаем, то есть поскольку мы работаем, то есть поменялось абсолютно все, и перестраиваются все, то есть без исключения, я считаю, потому что действительно мы очень много работаем. Мне кажется, люди даже просто не могут себе представить, насколько много мы
работаем. Ну вот, например, Абсолютно. сегодня сколько праков было? Сейчас 7 часов вечера, мы с тобой договаривались об интервью заранее, так как у вас целый день, с самого утра практически были праки. Сколько праков вы сыграли? Ну, сегодня мы сыграли не так много праков по сравнению с теми днями, сколько мы обычно играем. Мы сыграли 4 прака, но мне кажется, есть несколько причин. Первая причина, что мы просто проиграли турнир и заняли последнее место, и как бы реально это ударило по нам, честно скажу. Вторая причина, команды до сих пор на турнире, и не все тренируются, то есть играть по 6 праков с каждой командой, ну, с одной командой, ну, не очень-то по кайфу, скажем так. Но сегодня мы играли 4 прака, плюс у нас есть всегда обсуждение, довольно-таки длительное, действительно. И ну, работа над ошибками, что мы будем, какой план у нас будет на праке и тому прочее. То есть и вчера сразу же, условно, после поражения на следующий день мы начали тоже тренироваться, потому что мы хотим доказать им, что это были, условно, не мы, ну и показать максимум уже к То балласту. есть с Блейдом вам работается комфортно, и вы интенсивно сейчас подходите к своему графику, да, к тренировкам? Ну да, комфортно. С вами был Денис Шарипов. Ну да, электроник. Дело просто в том, что я... Ты понимаешь, просто вот я часто спрашиваю вопросы, сейчас уже стараюсь очень развернуто спрашивать о каждом пункте, который интересен нашим зрителям. И пытаюсь вытянуть самую важную информацию. Насколько все изменилось в команде. Вот Блейд, он кажется таким мягким, но 2 раза с Костей мы попытались зайти в праки, когда у нас не было ключа, и оторвать вас во время праков, и он очень жестко отреагировал. То есть мне было видно, что на самом деле он не такой уж и мягкий, как оказалось. Он может выглядеть мягко со стороны, но из-за того, что, вот опять-таки я говорил, что у нас полностью перестраивается вся система, то мне кажется, что... Ну, раньше было, конечно, покомфортнее, когда ты мог больше себе позволить в любом плане, но сейчас все равно комфортно, я понимаю, что ведется работа, и меня это успокаивает действительно. И я очень надеюсь, что эта работа будет вестись не зря, и мы придем к той цели, которую, я думаю, многие ждут, как бы, и многие стремятся к которой. А цель у нас какая? Мейджор. Это мейджор. То есть на своей карьере, на своем счету обязательно у тебя, Элик, должен быть поднятый кубок над головой. Скажи, после того, как понерфили Аугу вообще, с каким оружием тебе стало более комфортно играть, скажем так? Они понерфили АУК, но они оставили СГ, которые, если попадают в руки к диффенсу, то это вообще так сложно. Начинается игра сразу. Просто тебе дают с первой пульки всегда, есть прицел, ну, зум. Это мини-АВП. Он действительно такой крутой стал? Ну, конечно. Когда люди берут его, я не говорю, что он такой супер крутой в атаке, но я говорю именно про диффенс, потому что ну, это вот то же самое. Был АУК, который убивал с 2 пуль, а сейчас есть такая же СГ, которая убивает только с 1 пули на любой дистанции. То есть ты включаешь зум, и ты на любой дистанции, условно, с автоматическим АВП ходишь и всегда можешь дать в голову. Притом с нынешними тенденциями, когда реально все очень круто стреляют, все научились стрелять очень хорошо, и все дают с первой пульки, то это не составляет труда особого. Ну, я вот против Владислава играл, как-то взял СГ, что-то не получилось у меня ни с первой, ни с 6 пульки. Ну, это уже другая история. И последний вопрос. Расскажи, а как быть таким жестким на песках вообще? Есть какой-то секрет? Секрета никакого нет, я просто стараюсь выжимать всегда максимум и все из ситуации. С вами был Алексей Костылев, Денис Шарипов, он же Электроник. Спасибо, что были с нами. Ставь палец вверх, подписывайся на канал, нажимай колокольчик. Всем пока.